Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 18 марта, понедельник. Как всегда, главное событие, которое определят направление развития ситуации на обозримое будущее. Ну, для начала хотел бы сделать небольшое замечание. Мне поступают от зрителей различные рекомендации и пожелания. Ам, Многие из них очень интересные, я их учитываю в работе, но читая некоторые, я вспоминаю басню известную, которая начинается словами «Слон-живописец написал пейзаж, но прежде чем нести его на вернисаж, он пригласил друзей взглянуть на полотно. Понравится ли им оно?» Ну, а чем закончилось это, вы знаете. Получился яролаж. Так вот, значит, некоторые зрители мне говорят: побольше про Украину. Ну, я вообще так в замешательстве, потому что то, что я вам рассказываю, в центре как раз и находится Украина. В центре того, что я вам рассказываю. Рядом Россия находится, еще рядом Европа, а там и весь мир, потому что так вот получилось. Украина сейчас в центре мироздания оказалась, и там же Соединенные Штаты Америки. Поэтому я как раз рассказываю. Но о Украине, несмотря на то, что речь идет, допустим, о предвыборной кампании США или дебатам в Конгрессе о продвижении или непродвижении пакета помощи Украине. Так уж, увы, случилось, что именно от того, что происходит в Вашингтоне, сейчас зависит судьба не только Украины, но и всего мира, и включая тот же самый Вашингтон. Другие говорят: не надо нам рассказывать о помощи Украине, как она движется. Скажите, когда она будет, когда станет известна дата конкретная, будет принято решение. Ну, господа, о том, когда примут это решение, то вы узнаете из телемарафона. Так что не надо мучиться и думать. Но, насколько я слышал, многие бойцы ВСУ в перерывах между сражениями на поле боя, находясь там в блиндаже или в траншее, включает свои мобильные средства связи и пытается узнать последние новости, как там с помощью, потому что от них зависит их жизнь. Они понимают, насколько она важна. Вот я для них буду вам рассказывать, для них, как продвигается эта помощь, потому что я не вижу, чтобы где-то этот вопрос рассказывался в деталях, а в деталях все, в общем, от них зависит все. И там же прослеживаются дальнейшие действия, будут они или не будут. Ну вот, после этого начинаем. Для начала маленькое, но очень важное сообщение. Президент Обама буквально час назад, он вошел в Даунинг-стрит 10 для совещания с премьер-министром Великобритании. Это очень редкое событие, чуть ли не на высшем уровне совещания. Обама давно не баловал такими визитами и совещаниями в понедельник утром. Это вообще считается нерабочий день для многих политиков Запада. Есть предположение, что речь, видимо, идет о перспективах выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся в ноябре. И некоторые инсайдеры в Лондоне, они высказали предположение, что, может быть, речь пойдет о том, а не выставят ли демократы кого-либо альтернативного Байдену, имея в виду, что по предварительным прикидкам любой нормальный демократ, ну, помоложе Байдена, выставленный против Трампа, разнесет его в пух и прах. В этой связи упоминалось имя Мишель Обамы. Сама она где-то 2 недели назад достаточно ясно сказала, что она не видит себя кандидатом в президенты США. И как-то об этом дискуссии были свернуты в Америке. Но кто его знает? Ситуация меняется, и она становится все более напряженной, да чуть ли не с каждым днем. Потому что кандидат от республиканцев
оранжевой Дони, он, ну, такое впечатление, он слетает с катушек, потому что каждый божий день он несет такое, что приводит в изумление всех, включая сторонников республиканской партии. Ну, а остальных, я не говорю уже о европейцах, многие из них приходят в ужас. Ну, допустим, вот прошедший уикенд он выступал на очередном собрании или слете его сторонников, где он упомянул слово, что если его не изберут президентом, то в Америке будет кровавая баня. Но, правда, он после этого сказал, вообще контекст был, шла речь о автомобилестроении. И он там, после того, как Маск не дал ему $500 миллиарда для того, чтобы он заплатил за возможность подать апелляцию по решению Нью-Йоркского суда, где на него возложили штраф почти $500 миллиарда. Так вот, он, значит, на этот раз по нему проехался, Маск стал для него плохим. Маск ответил, но не судьба. То есть он сказал, упомянул слово «кровавая баня» в контексте того, что может произойти в автомобильной промышленности. Но многие политики, включая западные, включая весь контекст того, что он несет в последнее время, а несет он о том, что он будет авторитарный правитель, будет править как диктатор, он будет мстить и прочую всякую ерунду, которая становится все более и более напрягающей. Так вот, значит, учитывая вот эти все обстоятельства, то, что Мишель сказала 2 недели назад, и то, что происходит сейчас, это разные обстановки, разные ситуации. Поэтому кто его знает? Посмотрим. Зачем Обама приехал? Надеюсь, что мы скоро узнаем об этом. Также еще одно, последнее очень важное заявление. В Техасе состоялся слет, совещание, некоторые там присутствовали виртуально через видеолинк. Выступил CEO, то есть руководитель компании Gunvor, Торнквист. Я мне помню, что это была почти карманная кремлевская компания, основателем которой был Тимченко. Это главное, то есть это рука в нефтяном, рука Путина или его, так сказать, фасад в нефтяном бизнесе. И он вместе с Торнквистом создал эту компанию, но потом, когда вот пошла вся эта история с агрессией против Украины, все компании ушли, практически все западные. И для того, чтобы, я уверен, Ганвар так или иначе продолжает помогать Кремлю. Но для того, чтобы его не закрыли, так или иначе, что-то они типа разошлись, и Ганвар якобы стал независимым. Ну, бог с ним. Главное, о том, что я вам скажу, главное заключается в том, что это чрезвычайно осведомленная компания о ситуации дел в нефтебизнесе, в нефтедобыче, нефтепереработке в России. Так вот, Торнквист сказал, что за последние дни налеты украинских, удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям России уничтожили фактически 10% нефтеперерабатывающей отрасли промышленности. 10%. Что выливается, он назвал цифру в 600 тысяч баррелей в день. То есть Россия теперь на 600 тысяч баррелей в день может перерабатывать меньше. Из этого, значит, следует, что, то есть это, безусловно, это сильный удар по карману, по копилке путинской, из которой, значит, идет финансирование агрессии против Украины. В связи с этим ожидается, что Россия должна будет увеличить и попытается увеличить экспорт сырой нефти для того, чтобы компенсировать потери от вот этих ударов беспилотников. Почему сырой? Потому что, уменьшилось производство нефтепродуктов, которые дороже, чем сырая нефть. Деваться некуда, надо продавать сырую нефть. А она стоит значительно дешевле. Это уже хорошо. Удастся ли ему увеличить это или нет, это другой вопрос, потому что начиная с января месяца Индия сократила
закупки российской сырой нефти. По разным причинам, в том числе потому, что возникли проблемы с финансированием этих сделок индийскими банками перед лицом угрозы вторичных санкций. Китай, с другой стороны, тоже как-то так охладел очень со своим стратегическим, так сказать, союзником. И это заметно, это настолько стало очевидным, что даже кремлевские карманные китаеведы вынуждены, значит, вот это изменение отношения Пекина к Москве вынуждены скрывать другими формулировками. Еще недавно они пели о дружбе без границ, сотрудничество, которого не было никогда, стратегическое и так далее, всеобъемлющее. Сейчас они говорят, что Китай аккуратно, Китай уже и будет аккуратно поддерживать Кремль. Вот это вот я первый раз слышу такое, аккуратно он будет поддерживать. Ну, с такой формулировкой я, пожалуй, соглашусь, если речь будет идти о том, что нафиг не пошлет, так просто, но жировать за счет китайской помощи не получится. Поэтому очень хорошо полетали беспилотники. Ждем дальнейших ударов по стратегическим сферам российской экономики. Важное, еще одно важное обстоятельство. Значит, характеризуя, какую роль сейчас играет вообще, из чего складывается внешняя политика Соединенных Штатов уже сейчас, и в частности в отношении Украины, Guardian, британская газета, пишет, что Трамп еще не во власти. И, может быть, и не будет во власти. Но его точка зрения влияет на те решения, которые принимает Палата представителей по помощи Украине. И вот это влияние Трампа на внешнюю политику через вопрос о пакете помощи Украине, он реально пугает Европу. В том числе его последняя риторика, о которой мы дальше поговорим. Еще одна новость важная. Трампу, которая, безусловно, отразится на Трампе, а следовательно на том, что я вам только что сказал, ссылаясь на Guardian. Трампу, который получил недавно от компании, связанной с Кремлем, $90 тысяч для того, чтобы заплатить залог за право подачи апелляции, там же в Нью-Йорке. Ему теперь нужно к концу марта заплатить уже не 90 миллионов, а 454 миллиона, то есть почти $500 миллиарда за право подать апелляцию на решение другого судьи, Эргона. Это по поводу мошеннических операций Trump Organization. Ну и вот это ему не удалось. 90 ему дали, а $500 миллиарда никто не дает. Он обращался к Маску, не получилось, теперь он побил горшки с Маском, они ругаются взаимно, но деньги-то ему надо, остались считанные дни до конца этого месяца. И тут появляется сообщение, что Трамп может назначить 2 лиц – Манафорта и Майкла Флина на должности одного в кампанию предвыборную. Это Манафорт, а Флина может быть на руководящую должность, связанную с национальной безопасностью в администрации, если он станет президентом. Это вообще, то есть это чуть ли не на коленях и перед Путиным, потому что, кто такой Манафорт? Манафорт – это человек, который отсидел. Правда, не нашли возможность посадить его за связь с российской разведкой, за шпионаж, проще говоря, или за госизмену, потому что, сложно. В Соединенные Штаты за шпионаж можно посадить гражданина в том случае, если он пойман за руку. Вот как Эймса поймали.
или вот Боба Хэнсона из ФБР. Их поймали за руку. То есть это сложнейшая операция, которая проводится, могут много месяцев, а то и лет проводиться. А тут Мюллер, который проводил расследование, там он ничего нового не открыл. Он просто собрал информацию, ту, которую ему дали, имеющуюся из различных агентств разведсообщества США, и сделал из них один документ. Причем не факт, что ему передали всю и самую такую острую информацию. Так вот, Манафорта посадили за уклонение от оплаты налогов, за махинации с этим делом. Но на самом деле, об этом было в печати, вскрылась его связь с представителями российской разведки, назывались их фамилии. Его деятельность в связи с этими представителями российской разведки, и не только те, которые в печати были упомянуты. Я мне рассказывал, они в Украине шли, кстати, он попал в Украину через Дерипаску, тоже известный товарищ своими связями, деликатными, скажем так, с Кремлем и с российскими спецслужбами. Ну и самое главное, человек-мошенник, ну как его можно пускать? А его пускают, вернее, собирается пустить Трамп, святая святых, собирать деньги на предвыборную кампанию, которая начнется, это уже финал, который начнется после июля этого года, после слета республиканской партии в штате Миннесота. И вот после этого уже финал, и нужны будут деньги, а ему деньги не дадут. Не дают, по крайней мере, сейчас. Столько, сколько он хотел бы. То есть назначение Манафорта, если она состоится, и само объявление о том, что он это планирует, это как бы сигнал, причем очень четкий Кремлю. Я посылаю человека, который имеет с вами связь, вы его прекрасно знаете, вы имели с ним товарно-денежные отношения, и мне нужны деньги. Вот как раньше мы через него работали, то есть он своего рода был посредником между Трампом и Кремлем в свое время, и Москвой, скажем так, не только Кремлем, но и другими структурами. Флинн. Ну, Флинн это вообще песня. Значит, генерал-лейтенант Майкл Флинн. Хорошим генералом был, когда он командовал группировкой Соединенных Штатов Америки, в Афганистане он был, хорошо там воевал. А потом что-то случилось с ним. Случилось уже после того, как его назначили директором РУМО, военной разведки Пентагона. Там он, в общем-то, уже был не столь заметен, как в то время, когда он руководил в Афганистане. Ну, а скандал начался уже после этого. Кстати, да, еще находясь на посту директора, он впервые из всех иностранных руководителей разведок посетил штаб-квартиру ГРУ в Москве и выступил там с лекцией. А потом его пригласили через РТ на какое-то там сборище, которое собирал Кремль под эгидой РТ. И его туда пригласили за деньги. Вот это уже другая совсем песня, потому что, ну, как разведчик, Флинт должен был знать, что РТ это не больше, не меньше фронт, так сказать, прикрытие российской разведки, и военной, и невоенной. И получать от него деньги – это все равно, что получать деньги из российского СВР или из ФСБ или ГРУ. Генерал не постеснялся, получил, причем деньги там какие-то смешные были, то ли что-то около 60 тысяч долларов. Сидел там неподалеку от Путина. А потом, когда Трамп его взял в свою предвыборную кампанию, он, вот это уже проявилось во время расследования Мюллера, он вел тайные переговоры с российским послом, в ходе которых, значит, они там обдумывали, каким образом улучшить двусторонние отношения. Причем тогда он еще государственную должность, по-моему, не занимал, он не имел права вести такие переговоры. Короче говоря, это было уже conspiracy, что считается, что называется заговор с целью и так далее. В общем, на этой должности он был первым
помощником по нацбезопасности Трампа. Он продержался, по-моему, дней 20, и после этого ушел в отставку. Ну, скандал разразился. После этого допрашивало ФБР, и было установлено в ходе этих допросов, что он врал ФБР по поводу этих контактов, за что был, говорят, осужден. Ну и вот теперь, значит, Манафорт, а Флинн, он якобы планируется опять на руководящую должность. То ли в ЦРУ, может быть, то ли опять военная разведка. Но, думаю, военная разведка вряд ли. Выше должен пойти. То ли по национальной безопасности. Короче говоря, если взять вкупе этих двух персонажей, ну это, то есть Трамп, не стесняясь, говорит Кремлю, что он готов создать под своей эгидой выездную резидентуру ФСБ, СВР Российской Федерации в Вашингтоне. Чего стесняться-то так, если уж Манафорт, Флинн, можно прямо Патрушева, ну, в крайнем случае, сына Патрушева, и прямо на руководящую должность в администрации Трампа. Вот такие дела, вот, господа. Что вот деньги, господа, что они творят с людьми. Но он дальше еще там распоясался в высказывании в отношении Украины, в частности Зеленского. Скажу вам дальше потом. Итак, вот какая ситуация сложилась. Начало этой недели. Сегодня еще Палата представителей, которая должна принять закон о помощи Украине, сегодня она еще находится в отпуске, куда ее отправил очередной раз Джонсон. Завтра они возвращаются. Сейчас открыты для подписей 2 петиции об обходе Джонсона для того, чтобы проголосовать за пакет помощи Украине без его участия. Под одной подписью, которая мне нравится больше всех, да и всем сторонникам Украины нравится больше другой, это резолюция МакГаверна, конгрессмена. Это фактически петиция за то, чтобы в Палате представителей проголосовать за законопроект, уже принятый Сенатом. Вы слышали, знаете, там примерно 61 миллиард долларов для Украины. И 14 Израиля. Вторая петиция – это петиция Фицпатрика, двупартийная. Там убрали из первого пакета, вот пакетов 61 миллиард, убрали гуманитарную, экономическую, там всякую помощь, сократили его примерно до 46-47, то есть оставили только военную помощь. Под этой петицией собрали до сих пор 14. Ну и вот завтра придут, все это время и ожидается, поставят очередные подписи. Для того, чтобы эта резолюция заработала, нужно собрать 218. Значит, у нас самое близко к этому относительно, это 177 голосов в поддержку МакГаверна. Но за это время проявились негативные тенденции со всех сторон. Ну, во-первых, сам Джонсон, опираясь на регулярные контакты с Трампом, заявил, что он категорически против. Но это неудивительно, этих петиций, потому что они его обнуляют. Обнуляют третьего человека в стране, как человека, который не способен принимать самостоятельные решения. Уже понятно, все откровенно говорят, что он является, как Трамп является баллонкой Путина, так Джонсон является марионеткой, баллонкой Трампа. Но поскольку Трамп играет грубую игру, он играет в Чапаева, ему дальше некуда, ему не до тонкостей, ему главное тюрьмы избежать и полного обнищания. Джонсон выбрал, вот мы с вами здесь, я с вами, пытался анализировать, что он говорил, следил за малейшими нюансами, новыми нюансами в его высказываниях. Но сейчас наблюдатели, инсайдеры пришли к выводу, что то есть все это было типа словоблудия со стороны Джонсона. Главная его стратегия была затянуть как можно дольше,
под тем или иным предлогом. Не мытьем, так катанием. Вопрос о принятии этого законопроекта. Но сейчас на него наехали в такой степени, то есть он уже вскрыт, его уже препарировали, всю его лицемерную, гнусную деятельность. Ну вот последние пару высказываний премьер-министра Польши, ему осталось, я имею в виду Туску, осталось только матом обозвать Джонсона. Все остальные крепкие слова и выражения он уже в отношении него использовал. Кстати, разразился этими призывами к Джонсону Туск после встречи с Макроном и Шольцем. Уже всем ясно, на него пальцем показывали, что не то что жизнь сотен, тысяч, жизнь миллионов людей зависит только от него, потому что, по большому счету, Трамп никто. А согласно закону, значит, он третий человек государства, и сейчас от него зависит жизнь миллионов людей и судьбы человечества. Вот так вот ставится вопрос. Поэтому, значит, он вынужден был мычать нечто нечленораздельное. Последнее было, что он категорически против этих двух петиций об отходе, но он собирается представить на голосование свой вариант, вариант Палаты представителей. Никто его еще не видел. Я не берусь утверждать, что он уже есть, но он из того, что сказал Джонсон, должен иметь следующие элементы. Во-первых, разделить помощь Израилю и помощь Украине. Это должно пойти отдельными пакетами. Хорошо это или неплохо? Чем вызвано? Вызвано растущей оппозицией принятия помощи Израилю в Конгрессе США. Прежде всего со стороны так называемых демократов-прогрессистов. Да и среди республиканцев тоже там Бузан, правда, в меньшей степени. Главное – демократы. Слишком, ну как они считают, активную борьбу с терроризмом ведет израильская армия. Что, как пишется в печати, согласно заявлениям, привело же к гибели около 30 тысяч мирного населения. В этих условиях многие считают, что... То есть без страшной борьбы, если раньше борьба должна была развернуться вокруг помощи Украине, сейчас нечто аналогичное уже происходит в отношении Израиля. И резолюцию Израиля, получается, труднее принять, чем резолюцию по Украине. Поэтому вот Джонсон говорит, что мы их разделим. Ну и плюс оттуда, о удивление, они же кричали, они на 4 месяца затянули этот вопрос под трындеж о том, что надо укреплять границу. Он и сейчас говорит, что надо укреплять границу, что это вопрос номер один. Но теперь говорит, что мы этот вопрос номер один уберем. То есть так получается, что Украина отдельный пакет, и вроде все говорят, что если его поставить на голосование, 300 голосов в Палате представителей наберется, более чем достаточно. Республиканцев, демократов, то есть получается 213 демократов, значит, не менее, что у нас там получается, 87, да, 87 республиканцев якобы готовы проголосовать. Ну, видимо, это последний редут, так сказать, обороны для него, потому что дальше отступать уже ему некуда. Он уже достал всех абсолютно, даже своих, которым его вот эти звонки, переговоры, незаконные фактически, с Трампом и выполнение его хотелок, это преступно так, по большому счету. Потому что если Флинн тогда, его же скандал-то был, его засудили за то, что он, будучи еще не на государственной службе, договаривался с послом Кисляком российским о том, как они будут за кулисами улучшать международное положение Путина и Кремля. Да? То есть он не мог, не будучи на государственной службе, заниматься вопросами внешней политики. Ну, Трамп. То же самая ситуация. Он сейчас никто, как Флинн когда-то был. Но вот видите, что вытворяет. Пока. Я думаю, что это все не пройдет бесследно. То есть, если, не дай бог, он станет следующим президентом, пакет – основа для первого
уже нет, это уже будет третий импичмент, уже фактически созрел. Так вот, значит, для того, чтобы воздействовать на Джонсона, пошла в ход тяжелая артиллерия. Возникло несколько групп поддержки Украины. Первая группа – это вот те самые ПЭК, как называются они сокращенно. То есть это комитеты политических действий. Очень распространенная в Америке. Каждый кандидат имеет такую кампанию, или вернее, это некоммерческая организация активистов, ударная сила, политические партии их имеют. Так вот, был создан американо-украинский ПЭК, который возглавил Джет Санден, основатель «Киев-Пост», старейшей англоязычной газеты Украины, которой он владел с 1995 по 2009 год. По его словам, мы хотим собирать деньги в поддержку конгрессменов, которые поддерживают Украину. Собирать деньги на их кампании. Это блестящее решение. То есть они готовы вкладывать свои деньги даже республиканцам, ну, независимо, то ли республиканцам, демократам, все, кто проголосует за поддержку Украины в ходе вот той предвыборной кампании, которая сейчас разворачивается, и в ходе которой кандидаты, эти конгрессмены, они аж зеленые, посиневшие, бегают, высунув языки в поисках вот этих денег. И тут появляется этот ПЭК. Очень своевременно. В течение следующих нескольких месяцев эта группа планирует провести 20 мероприятий по сбору средств для законодателей в Конгресс. Ну и этот ПЭК будет сотрудничать с местными украинскими общинами. В то время, когда вот этот американо-украинский ПЭК под руководством Сандена проводит свою работу, в это время другая проукраинская группа призывает демократов-прогрессистов, о которых я вам сказал, помочь провести законопроект о помощи в Палате представителей. Эта кампания, этот ПЭК называется «Разом за Украину». Возглавил нее некто господин Келлинан. Его идея, значит, заставить, то есть они не выступают не за то, чтобы принять, они выступают за то, чтобы хотя бы поставить его на голосование, считая, что под это можно подвести большее количество людей. Они говорят: ребята, мы не заставляем вас даже голосовать, но поставьте на голосование, потому что они уверены, что достаточная поддержка уже имеется. Давайте, это справедливо, и это законно. Давайте дадим Палате представителей возможность выразить свою волю. Трамп и Джонсон этого ей не дают. Они фактически парализуют работу и выражение воли Палате представителей. Это вообще беспрецедентный, кошмарный случай. Другая кампания, значит, вот республиканцы за Украину, это третья кампания, она уже побуждает членов Конгресса подписать. Но они работают в основном среди республиканцев. Эта кампания «Республиканцы за Украину» объявили о рекламной кампании стоимостью $260 тысяч, которая будет транслироваться в Вашингтоне в цифровом формате в округах 10 республиканцев, которые критически важны для принятия этого пакета помощи Украине. Среди них 3 Майка, вот из этих 10, чрезвычайно влиятельные люди, такие как Майкл Маккол, конгрессмен. Он у нас возглавляет Комитет Палаты по иностранным делам, затем Майкл Роджерс, Комитет по делам вооруженных сил, и, наконец, Майкл Торнер, который не так давно был в Киеве. Очень человек болеет за Украину. И все они 3 ярые сторонники принятия этого пакета. Ну, а тем временем
Трамп за кулисами продолжает свою антиукраинскую кампанию, которая сопровождается, вот он как-то так притих, когда пытался получить деньги от Маска, потом получил деньги от компании ЧАП, а теперь отверг, получив отлуп в попытках достать, добыть 500 миллиарда, он опять начал бубнить про Украину. И как тут пишется издание The Hill, он все чаще на своих публичных выступлениях говорит о том, что не заинтересован в том, чтобы Украина получила помощь быстро. То есть понимаете, в чем стратегия? Не вообще не получила, но хотя бы уже так получается, что уже не может он дальше сдерживать. Это становится для него же самоубийственно в его же избирательной кампании. Но хотя бы, затянуть максимально для своего друга Путина, пытаясь в это время вытянуть из него то, что нужно Трампу. На митинге в субботу Трамп повторил свой призыв предоставлять Украине дополнительную помощь только в виде кредитов. И высмеял президента Украины Зеленского как одного, в кавычках, одного из величайших продавцов или коммивояжеров в истории. Вот его цитата. Открывается кавычки. Каждый раз, когда он, то есть Зеленский, приезжает в страну, имеется в виду США, он уезжает с 50 или 60 миллиардами долларов, в кавычки закрывается, сказал Трамп. Издание, это Huffington Post, отмечает, что это высказывание Трамп сделал после того, как он встретился с Орбаном, давеча Мар-а-Лаго, и после чего, по словам Орбана, Трамп его заверил, что если станет президентом Соединенных Штатов, не даст Украине ни копейки. Так вот, господа, какие у нас временные рамки с вами? Значит, до 22-го завтра Конгресс, вернее, Палата представителей возвращается, наконец-то, бездельники, вернутся к работе. Но до 22-го им нужно принять, по-моему, там 6 отдельных законопроектов, которые составляют последнюю, причем самую важную часть, туда входит оборона и нацбезопасность, вторую важнейшую часть бюджета Соединенных Штатов на текущий финансовый год. И там еще есть противоречия. Вроде все нормально, но есть какие-то острые, говорят, противоречия по финансированию Департамента внутренней безопасности. Они должны это все принять до 22 числа. А потом, то есть будет ли у них время обсудить вопрос о Украине, может быть, его можно было бы и найти, но учитывая тактику Трампа, которую проводит Джонсон, как можно дальше затянуть, вряд ли они вернутся к вопросу в Украине до 22 марта. А потом эти бездельники опять отправляются по указанию Джонсона на заслуженный отдых, из которого они завтра вернутся. До этого заслуженный отдых длился где-то неделю, теперь еще 2 недели. Таким образом, вот, да, кстати, должен сказать, что вот только что я вам называл Майк Роджерс, председатель комитета по делам вооруженных сил, он сказал, что если до 22 марта вопрос о Украине не будет поставлен на голосование, это будет безрассудно со стороны Джонсона, и, следовательно, со стороны Трампа. То есть это раскалывает еще глубже республиканскую партию, откалывая вот этих рейганистов, стратегов от МАГА, согласно которой она и является, согласно этому самому Трампу-младшему, Дональду Трампу-младшему, который на прошлой неделе, по-моему, заявил, что теперь прошлой старой республиканской партии больше нет. Республиканская партия теперь только МАГА. То есть они дальше раскалываются. Это может и должно повлиять на исход ноябрьских выборов.
И вот, значит, Роджерс, он настаивает на том, чтобы рассмотрели этот вопрос. Посмотрим, если ему это удастся, это будет подвиг. Но есть еще один, на этот раз сенатор Майкл Беннет, сенатор из штата Колорадо, отмечая вот важность принятия немедленного голосования по помощи Украине, он сказал, что этот вопрос настолько важен, что он заблокирует принятие вот этих 6 законопроектов, которые составляют важнейшую часть бюджета США, поскольку туда входит оборона, бюджет Пентагона, он ее заблокирует, если не будет поставлен вопрос о пакете помощи Украине. Что можно сделать или отдельно, или включив пакет помощи Украины вот в этот законопроект о финансировании, ну, наверное, скорее всего, Пентагона. Ну и третья важная информация, которая относится к этому блоку новостей. По словам сенатора Кардина, Конгресс может рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине помощь в виде кредита. Но это почти ленд-лиз, очень близко к этому, о чем мы поговорим дальше. Сколько я бы рассказывал, что бесплатная помощь, она лучше всяких кредитов и всяких ленд-лизов. Некоторые упорно не верили, наверное, поддавшись обману и фейкам Трампа путинистам, вернее, их пропагандистам. Вот. Но это вот то, что выдает Трамп. Может быть, это вот последнее требование, которое выдвинул Трамп. Уже баррикады все ломаются, земля уходит из-под ног. Ну, давай еще одну им занозу вставим, теперь в виде кредита. На этом, дорогие друзья, позвольте сделать небольшой перерыв, для того, чтобы это видео не было слишком длинным, и чтобы это не затрудняло ваше восприятие информации. Но я думаю, через час-полтора я предложу вашему вниманию и следующую часть. А пока до скорой встречи.